Благодарю вас, Владимир Владимирович, за инициативу провести вот эту встречу, за слова, которые вы сейчас к нам обратили. Действительно, это очень своевременная и нужная инициатива. Конечно, особую озабоченность сегодня вызывает у многих конфликт, который с новой силой вспыхнул в Восточном Средиземноморье. На протяжении столетий к этому региону было приковано внимание верующих всех авраамических религий. Иерусалим был и остается священным городом и для христиан, и для иудеев, и для мусульман. Территория Палестины, Израиля – это святая земля, на которой происходили важнейшие события мировой истории, и прежде всего непосредственно связанные с общением Бога и человека. Исторически Россия поддерживает самые тесные связи со Святой Землей, стремится сохранять там русское присутствие, история которого исключительно богата фактами и событиями. Многочисленные письменные свидетельства, а также культурные артефакты указывают, что паломничество в Иерусалим было одним из наиболее желанных и значимых событий в жизни благочестивых русских людей. Именно обеспечение самой возможности посещения Святой Земли широкому кругу наших соотечественников было одной из главных целей учреждения более 140 лет решением императора Александра III Императорского православного палестинского общества. Эта организация, несомненно, внесла свой значительный вклад в поддержку палестинского народа, прежде всего в образовательной и социальной сферах. Создавались школы, приюты, больницы, то есть осуществлялась очень значительная благотворительная деятельность, направленная на поддержание местного населения. Отрадно, что сегодня традиционная взаимосвязь России и Святой Земли продолжает развиваться. И хотел бы особенно отметить, что наше государство стремится поддерживать исторически сложившиеся связи, сквозь века сложившиеся и традиции, а в том числе и культурное взаимодействие со странами и народами Ближнего Востока. Наша нынешняя встреча проходит в очень непростое время. Хотя не знаю, бывают ли простые времена. Иногда для одних простые, а для других простые становятся очень сложными. Но сегодня в мире разворачивается множество конфликтов. Их следствием становится появление новых угроз мирному существованию народов и стран. Разрушаются дружественные, добрососедские отношения. Испытывается на прочность устоявшиеся связи представителей различных культур и религий. Потому что и религии тоже втягиваются в эти конфликты, представители религий. События последних недель вызывают наибольшее опасение, потому что затрагивают сложнейший вопрос столкновения, а также соотношений и взаимодействия двух древних авраамических религий. Это ислам и иудейство. Хотел бы выразить признательность вам, как президенту Российской Федерации, государственному руководству России за последовательную миротворческую позицию в связи с проблемами урегулирования, в том числе и ближневосточного конфликта. Трудно сказать, что было бы на Ближнем Востоке, если бы не эта миротворческая роль России. И только слепой может не видеть того, что от этой именно роли во многом зависит стабильность, спокойствие, насколько это возможно иметь это спокойствие на Святой Земле. Искренне убежден, что у нас, представители разных религий в России, у государственных властей и общественности имеется общая заинтересованность в том, чтобы межрелигиозный и межкультурный диалог служил созиданию мира и достижению согласия. Мы все хотим, чтобы отношения между верующими традиционных религий были взаимоуважительными и доброжелательными. Для этого у нас есть необходимые прочные основания в виде нравственного консенсуса, общего понимания, что есть добро и что есть зло. Вот это фундаментальный момент. У нас в каком-то смысле общая система нравственных ценностей. Конечно, окрашенная в какие-то культурные тона, конфессиональные, но по сути различение добра и зла в наших религиях одно и то же. Религии не должны служить делу ненависти, призывы, которые звучат сегодня, к сожалению, иногда, в том числе и в радикальных религиозных группах. Думаю, что все присутствующие здесь духовные лидеры согласятся с утверждением, что идеи человека-ненавистничества не могут никак ассоциироваться с религией. Более того, по своей внутренней природе эти идеи есть несомненное порождение врага рода человеческого, дьявола, который ненавидит доброе.
Мы, лидеры традиционных религий России, хорошо осознаем весь трагизм происходящего сегодня на Ближнем Востоке. А потому не имеем права допустить в нашей стране призывов к вражде и проявлениям ненависти на религиозной почве. И слава Богу, за исключением каких-то совсем маргинальных групп, ничего подобного в России не имеет места. Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом, с главой государства. Это вообще такой уникальный пример того, как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России. Мы ведь вместе свидетельствуем об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью. Более того, как я уже сказал, у нас много общего вопросов нравственности, а общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека. Конечно, светская этика и тем более светское право не оперирует понятием грех, но оперирует понятием нарушения закона. А грех есть нарушение Божьего закона, который лежит в основе человеческой нравственности. А на основе человеческой нравственности, исторически сформировавшейся во многих культурах, и возникает право. Поэтому есть, конечно, глубинная связь между, в каком-то смысле, религиозными ценностями, религиозной верой и правом. Ныне, к сожалению, имеют место провокационные действия, направленные на усугубление ближневосточного конфликта путем дегуманизации противоположной стороны с использованием информационных ресурсов. Для устранения этой угрозы необходимо широкое и непредвзятое освещение ситуации. Очевидно, что Россия, последовательно отстаивая принцип уважения законных интересов каждой стороны и всемерно поддерживая стремление гражданского населения Израиля и Палестины к утверждению прочного справедливого мира, своей позицией содействует поиску путей прекращения вооруженного конфликта и восстановлению диалога политических оппонентов. Вместе с тем невозможно не сказать, что любые удары по гражданским учреждениям и религиозным святыням достойны самого решительного осуждения. Может быть, именно поэтому нередко и подвергаются религиозные объекты такому насильственному нападению, чтобы спровоцировать и ожесточить сердца людей и тем самым сделать конфликт более жестоким. К сожалению, в последние дни было немало новостей подобного рода. Иерусалимская православная церковь, которая кормляет христиан, проживающих по обе стороны противостояния, ее позиция принципиальная и последовательная. Гражданские лица не должны становиться целью вооруженных атак. Им необходимо оказывать помощь и поддержку. Хотел бы вместе с вами, ваше превосходительство, а также с братьями, которые сегодня здесь присутствуют и участвуют в этом разговоре, выразить совместную поддержку усилиям Иерусалимского патриархата, возглавляемого патриархом Феофилом, и призвать всех не ослабевать в молитвах и наших дальнейших совместных усилиях по утверждению прочного и справедливого мира на Святой Земле. Святая Земля – это наше общее сокровище, духовное, культурное, историческое. И поэтому мир на Святой Земле – это наша общая ответственность и общая забота. Благодарю за внимание. Спасибо большое за ваши оценки. Они чрезвычайно важны для верующих людей и вообще для нравственного понимания происходящих процессов и важности единства для нашей страны многонациональной.